Огромный серебристо-спинный самец гориллы по имени Титан, как называют его люди, которые заботятся о нем, движется вдоль дальнего края своего вольера. Его мощные мышцы перекатываются под густой серой шерстью, и он еще не знает, что через несколько мгновений все изменится навсегда. Его глубокие черные глаза наблюдают за шумной толпой, прижавшейся к стеклянному ограждению над ним. Каждый его шаг выверен и спокоен. Дети визжат от восторга. Взрослые выкрикивают предупреждения, но Титан почти не поднимает головы. Он — воплощение силы и умиротворения, закаленных бесчисленными годами выживания. И вдруг, в одно мгновение, все меняется. Маленький мальчик по имени Лиам, которому едва исполнилось 5 лет, забирается на низкое ограждение, чтобы лучше рассмотреть горилл. Его крошечные пальцы сжимают ледяной металлический поручень. Он наклоняется вперед, хихикая и глядя на животных внизу. Его нога соскальзывает. Наступает страшная, безмолвная доля секунды. А затем он падает. Громкие вздохи разрывают плотный воздух. Женщины кричат, кто-то вопит. По цементу грохочут шаги. Но остановить это уже невозможно. Прежде чем вы продолжите смотреть, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить другие трогательные истории. И напишите в комментариях, откуда вы смотрите и сколько сейчас у вас времени. Лиам падает вниз. Его маленькое тело с жутким глухим звуком ударяется о твердую землю на дне вольера с гориллами. Внутри вольера по семье горилл прокатывается волна тревоги. Молодые гориллы прекращают игры. Их внимание переключается на фигуру, лежащую на земле. Два молодых самца издают недоуменные звуки и осторожно приближаются. На противоположной стороне Титан становится абсолютно неподвижным. Он поворачивает свою огромную голову, втягивая воздух ноздрями. Его тело напрягается. Его взгляд фиксируется на Лиаме, маленьком растерянном, распластанном на земле. Из самой глубины Титана вырывается низкий, мощный звук. Без всякого предупреждения он бросается вперед. Земля сильно дрожит под его массой. Каждый тяжелый шаг отдаётся вибрацией в бетонном основании. Зрители кричат. Многие в ужасе отступают от стекла. «Боже мой, он его убьет!» — кричит женщина. Сотрудники зоопарка в панике хватаются за рации и транквилизаторы. Их пальцы дрожат. «Доставайте оружие! Сети! Сейчас же!» — кричит кто-то. «Времени нет!» — отвечает другой голос. Титан мчится через открытое пространство. 180 килограммов чистой силы. Его невозможно остановить. Он неумолим, как оползень. Его огромные конечности движутся с потенциально смертельной мощью. Его внимание приковано только к маленькой фигуре впереди. Лиам слегка шевелится, приподнимая голову как раз в тот момент, когда горилла сокращает расстояние с пугающей скоростью. С обзорной площадки кажется, что реальность искажается. Взрослые крепко прижимают к себе детей, отворачивая их лица. «Не смотри! Не смотри!» — кричит отец. Ладони в отчаянии бьют по стеклу. Камеры падают на пол, разбиваясь. Никто не может это остановить. Никто не спасет его. Рывок продолжается, как несущийся локомотив, и все готовятся к трагедии. Титан несется вперед. Его массивное тело заполняет все пространство. Его дыхание вырывается мощными толчками. Его клыки отчетливо видны. В его взгляде полная сосредоточенность. Он не собирается останавливаться. «Пожалуйста, Боже, нет!» — кричит чей-то голос. Женщина рыдает. Сотрудники поднимают оружие, но их руки так сильно дрожат, что невозможно прицелиться. «Я не могу выровнять выстрел!» — кричит один. «Стреляй все равно!» — отчаянно отвечает другой. Остается 10 метров. 7.
5. Мгновение растягивается в вечность. Все чувствуют, как время замедляется почти до нуля. Вот он, конец. И вдруг, в самый последний момент, всего в нескольких сантиметрах от хрупкого тела Лиама, Титан останавливается. Грязь взлетает вокруг его огромных ног. Его грудь тяжело вздымается, словно механизм. Его темные глаза, дикие, напряженные, полные чего-то непостижимого, смотрят на Лиама. Толпа замирает. Никто не двигается. Никто не дышит. 3 долгие секунды не происходит ничего. Гигантская ладонь Титана медленно поднимается. «Нет!» — кричит чей-то голос. Но он не бьет. Он с силой опускает руку в землю рядом с Лиамом, не касаясь его, а затем становится между мальчиком и остальными гориллами, словно неподвижная стена из силы и решимости. Лиам открывает глаза, дезориентированный. Слезы текут по грязному лицу. Наверху зрители погружаются в абсолютную тишину, ошеломленные происходящим. В этот момент в Титане пробуждается нечто древнее. Не ярость, не страх, а понимание. Сотрудники зоопарка застывают по периметру. Никто не стреляет, никто не решается действовать. Потому что, вопреки всем ожиданиям, грозный Альфа не угрожает. Он охраняет. И хотя пока никто этого не осознает, происходящее не просто удача. Это нечто, рожденное из глубочайшей боли в прошлом самого Титана. Из его горла доносятся низкие, мягкие звуки, мощное предупреждение. За пределами вольера взрослые кричат, требуя вмешательства персонала. Кто-то в отчаянии бьет по стеклу. Охрана требует транквилизаторы. Завывают сирены, разрезая напряженный воздух. Но Титан остается на месте. Лиам тихо всхлипывает, цепляясь маленькими руками за землю, пытаясь подняться. Его нога подгибается, и он снова падает. Каждое его движение вызывает новый всплеск ужаса у наблюдателей. Титан оглядывается на него, затем издает мягкий звук, больше похожий на успокаивающий, чем на угрожающий. Он осторожно смещается в сторону, направляя Лиама к каменному участку, самой низкой точке впадины. Персонал зоопарка собирается у края вольера. Рации трещат. Один сотрудник поднимает транквилизатор, но старший смотритель Харрисон решительно опускает его руку. «Нет», — твердо говорит он, — «только если это будет абсолютно необходимо». Один неверный выстрел, одно неправильное действие, и Лиаму может грозить нечто куда страшнее. Титан медленно проводит огромной ладонью по земле рядом с мальчиком, словно мягко подталкивая его. Затем легкое движение плечом. Лиам, дрожа, инстинктивно продвигается к камням. Каждый сантиметр, приближающий его к ограждению, кажется маленьким чудом. Остальные гориллы держатся на расстоянии, сбитые с толку поведением Титана. Некоторые издают неуверенные звуки, другие вовсе отступают, напуганные немой силой своего вожака. Среди зрителей люди начинают плакать, уже не от страха, а от изумления. Существо, которого так часто боялись и неправильно понимали, не нападает, оно защищает. Противостояние продолжается, тяжелое и напряженное. Титан продвигается вместе с Лиамом, используя свое тело как подвижный щит. Он встает между ребенком и любыми возможными угрозами. Даже между ребенком и людьми. Харрисон тихо говорит в рацию. «У нас только один шанс. Сохраняйте спокойствие. Двигайтесь медленно. Доверяйте связи, а не силе». Внизу Лиам добирается до основания камней. Он поднимает мокрое от слез лицо к людям наверху. Его пальцы цепляются за камень. Прошлое Титана. Рожденный в дикой природе в Центральной Африке,
Он стал свидетелем того, как его семью убили браконьеры. Среди немногих выживших был испуганный молодой самец, который прикрывал собой младших, не желая их бросать, даже когда вокруг бушевало насилие. Его спасли, вылечили, перевезли. Но раны, невидимые для многих, так и не зажили. И теперь, глядя на Лиама, беспомощно лежащего у его ног, Титан узнал ту же уязвимость, тот же страх, ту же потребность в защите. Это не было случайностью. Это была память. Руководство зоопарка в панике обсуждает, стоит ли вмешиваться, стрелять дротиками, отвлекать. Каждая секунда ожидания кажется опасной. Каждая секунда спокойствия Титана — благословением. И старший смотритель Харрисон принимает решение. Никаких транквилизаторов. Мы верим ему. Внизу Титан снова смещается, располагаясь так, чтобы его тело закрывало Лиама со всех сторон. Семья горилл постепенно теряет интерес и возвращается к растительности. Молодые самцы перестают его испытывать, они понимают. Вожак решил, что этот ребенок под его защитой. В центре управления кто-то тихо произносит. Как будто он снова там. Защищает их. Наступает тишина. Даже рации умолкают. У границы вольера молодая смотрительница по имени Эмили предлагает попробовать другой подход. Она знает Титана лучше других, ухаживала за ним в первые месяцы после его прибытия. Если кто и может подойти, не разрушив хрупкое доверие, это она. Эмили осторожно входит через служебный вход, используя только спокойные слова и медленные жесты. Наверху зрители затаивают дыхание. Внизу на волоске висит жизнь ребенка и исцеление гориллы. Она движется медленно, ладони открыты, поза понижена. Титан поворачивает голову, втягивает воздух, его тело напрягается. Из груди вырывается низкий рокот. Но Эмили продолжает идти. Она тихо произносит его имя, то, которое знали лишь немногие смотрители. «Спокойно, большой. Все хорошо. Ты все делаешь правильно». Титан переносит вес, кладет ладонь на землю. Смотрит на Лиама, затем на Эмили. Между ними возникает мгновение понимания. Он издает мягкий вопросительный звук. Эмили делает еще шаг и протягивает знакомый кусок ткани. Часть старого одеяла, которое когда-то помогало Титану чувствовать себя в безопасности. Запах сразу привлекает его внимание. Его поза смягчается. Плечи опускаются. Сжатые кулаки превращаются в открытые ладони. Лиам всхлипывает и делает последние шаги к ограждению. Лиам спасен. А где-то, глубоко внутри души Титана, еще один осколок прошлого, наконец, находит покой. Наверху люди плачут. Бабушка прижимает руку к груди. Отец крепче обнимает дочь, потому что они стали свидетелями не просто спасения. Это было доказательство того, что любовь и память сильнее любой клетки, любого прошлого, любой боли. Титан спас Лиама не потому, что его этому научили. Он спас его потому, что где-то глубоко внутри помнил, каково это — быть маленьким, бояться и нуждаться в том, кто встанет между тобой и миром. И в тот момент он стал для Лиама тем, кем когда-то не смог стать никто для него самого. Защитником, хранителем, героем. Истинная сила измеряется не мощью. Она измеряется выбором — защитить, когда ты мог уничтожить. И Титан сделал этот выбор. Понравилась ли вам история? Если бы вы были на месте Харрисона и увидели, как Титан мчится к Лиаму, вы бы доверились горилле или выстрелили сразу? Напишите в комментариях. Если вам понравилась история, подпишитесь и поставьте лайк. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем видео. Хорошего дня!